Привет-привет! Привет! Сегодня мы едем смотреть дом в Сербии за 150 тысяч евро с заявкой «Заходи и живи». Проверим, так ли это на самом деле, покажем все нюансы и посчитаем, во сколько все-таки обойдется довести его до идеала. Смотрите, будет интересно. Рушина. Участок 14 соток, огорожен, крыша покрыта глянцевой черепицей голубого цвета, это редкость. Вот заезд в гараж и дальше микрофутбольное поле. Пацанам-дошкольникам прям раздолье, езди мяч погонять. Вот гараж, построенный из профнастила, поэтому думаю, что правильнее название это навес для машин, а не гараж. Он же используется для хранения всяческого инвентаря. Между гаражом и домом есть скважина для водоснабжения глубиной, со слов хозяина, 11 метров. Высота воды 1,5-2 метра, опять же со слов хозяина. Но эта информация требует проверки перед покупкой дома. Дом построен на бетонной плите, перекрытия кирпично-бетонные. В доме установлены пластиковые окна и пластиковые балконные группы. Окна сверху имеют короб для рольставней, которые туда сворачиваются. Но обычно эти короба вызывают проблемы внутри помещения. Надо посмотреть, что там в этом доме. К дому примыкает подсобное помещение, где стоит пеллетный котел и насосная станция для водоснабжения. От котла идет разводка отопления по всему дому, выполнена медными трубами. Но, думаю, те трубы, которые идут снаружи, надо утеплять для снижения теплопотерь. Котел достаточно новый, 25 киловатт, рассчитанный на отопление 200 квадратных метров. Кстати, этот дом в основании 120 квадратов, а суммарно 160. Со столба идет 220 вольт, там же у забора в районе столба септическая яма. В прошлом году дом утеплен 10-сантиметровым пенопластом, сверху нанесена акриловая штукатурка. Основные стены толщиной 25 сантиметров. Счетчик здесь двухтарифный, день-ночь, современная входная дверь. Ну, идемте смотреть, что там за дверью. Сразу налево комната. Размер 4 на 4,2. Высота потолков 2,65. Полы деревянные, лакированные. Странные черные разводы на стенах и потолке. Со слов хозяев, когда дом был неутепленным, они каждую зиму боролись с плесенью. Вторая комната слева идентична не только по размерам, но и по состоянию. Такие же черные разводы на стенах и потолке. Странно, что на стыке внутренней стены и потолка есть плесень. Стена же теплая, в отличие от наружной. Со слов хозяев, после утепления дома проблема плесени исчезла. Но ремонт они сделали только в одной комнате на втором этаже. Ванная комната прямо по коридору. 2,35 на 2,45. Высота потолков 2,65. Вода в кране горячая и холодная. Не аналогичная проблема с плесенью. Все черное. Бойлер очень свежий, но после покупки дома ему обязательно необходимо провести профилактику. Направо из коридора кухня со столовой. Общий размер 4,10 на 7 метров. Высота потолка 2,65. Размер самой кухни 4,10 на 2 метра. Полы в двух помещениях деревянные, застеленные ковролином. Спорное решение, однако, для самой кухни. Странно, что здесь нет следов плесени. На стыках холодных стен и потолка она была бы даже, если наклеена потолочная плитка. А нету. Вытяжки на кухне нет.
Для этого используется окно, но частенько оно бывает бесполезно. Перегородка между кухней и столовой – особая гордость хозяев, сделана из натурального дерева. Из столовой есть выход на террасу. Мы ее видели перед входом в дом. Странно, но нету здесь плесени. Стена, где висит кондиционер, выходит на солнечную сторону. Весь день солнце будет бить в окно. Правильное решение с кондиционером. Собственно, сам коридор на первом этаже. Положена керамическая плитка, на нее для тепла ковролин. Это щиток с пробками, однако много. Редко такое увидишь. И как они узнают, какая пробка перегорела? Никаких подсказок и надписи нет. А вот высота входа на второй этаж низковато, всего 1,55 м. Надо предохраняться очень сильно. На втором этаже сразу направо комната. В ней, со слов хозяев, как раз сделали ремонт, поэтому закрасили все следы плесени на потолке и стенах. Да, ремонт свежий. Напряжение в розетке 225 вольт. Странно, какая-то просадка, обычно 235 показывает. Размер комнаты 4,40 на 3,30. Высота потолка 2,45. Напротив вторая комната, идентичная по размеру, 4,40 на 3,30. Высота потолка 2,45. И опять следы плесени. И на потолке такими полосами, как будто вода в каналах каких-то текла. Да может и в каналах, там же полый кирпич перекрытий, залитый бетоном. А вот и дымоход я увидел. Но нет выхода под трубу. Кстати, на первом этаже дымоход спрятан в деревянную стойку между гостиной и кухней. Полы в обеих комнатах деревянные. Ну, перемещаемся в подкровля. Стропила и обрешетка новые. Черепица тоже новая. Хорошая задумка у хозяев. В проекте туалет с ванной на втором этаже. Но это правильно. Зачем площади пропадать? Да и неудобно ночью со второго этажа ходить в туалет на первый. А вот стены в подкровле отштукатурены местами, но не утеплены. Почему так? Может, не стали, потому что дети разъехались и на втором этаже никто не живет? Да, утепление надо будет обязательно делать новым владельцам. Для комфорта. А это подкровля с другой стороны. Ну, здесь тоже все отштукатурено, но не утеплено. Замерим напряжение. — 235 вольт. И земля есть. Почему же в той комнате такая просадка была? Непонятно. Размер холла 4,45 на 2,55. Высота 2,40. Из этого 1,10 м лестница. Итого на ширину остается 1,45 м. Пробки отдельно идут на второй этаж. И опять следы плесени. Получается, что второй этаж не утеплен совсем снаружи. И на данный момент делать ремонт в комнатах абсолютно бесполезно. Надо сначала утеплять. Кстати, в доме есть оптоволоконный кабель и хорошая скорость интернета. Не часто такое бывает в домах. Обычно или мобильный, или ADSL модем. Ну что, мы посмотрели дом и какие выводы сделали? Несомненно, дом подходит под формат «заходи и живи». Но, как и в любом доме, есть нюансы. После осмотра дома я думаю, что проблема есть только одна. Это нужен генератор для выработки электричества. Насосная станция не может накачать воду из скважины без электричества. Не знаю, выключалось ли здесь электричество этой зимой, но в горных районах люди по 7 дней сидели без электричества. Ну, также и на котел необходимо электричество для отопления. Что касается черных разводов на потолке, мое мнение такое. Со стороны, где потеки, была проблема с крышей. И вода затекала по стенам и перекрытиям. Ну, почему разводы есть с одной стороны, а нет их с другой?
Ну, может быть, я накручиваю проблему. Может, просто совпадает замена крыши и черные разводы. И немного расскажем про локацию. Дом находится в селе Миакус, недалеко от Шапца. Это небольшое спокойное село, но в шаговой доступности есть и школа, и небольшой супермаркет. Для повседневной жизни, конечно же, нужна машина. Ближайшее более развитое село – это село Мишар, примерно в 5-7 минутах на машине. Здесь уже есть и базовая инфраструктура, школы, магазины, детский сад, почта. А город Шабец находится в 15-20 минутах. Там есть и супермаркеты, медицина, банки и все остальное, что нужно для жизни. До Белграда примерно 80 километров. Это 1-1,5 часа на машине. Надеемся, что наш обзор вам понравился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будут еще. Пока-пока! Пока-пока!